самые опасные районы Аликанте? Какие они на самом деле? Аликанте – город солнца, вечного лета и сотен тысяч туристов. Но стоит нам отъехать всего 15 минут на трамвае от белоснежных пляжей на север, как глянцевая сторона Испании растворяется. Мы попадаем в зону Норте, параллельную реальность, где вместо пальм – бетонные пятиэтажки, а вместо дорогих ресторанов – закрытые ставни, и полиция патрулирует эту зону в усиленном режиме. Сегодня мы с вами заглянем в другую сторону Аликанте. Чтобы понять масштаб катастрофы, не нужно нанимать гида. Достаточно просто сесть на трамвае линии L2 в самом сердце Аликанте. Местные называют его социальным лифтом наоборот. Первые 5 минут за окном – буржуазные кварталы, туристы и бутики. Но с каждой остановкой лица в вагонах меняются. Кондиционер словно начинает работать хуже, а за стеклом вырастают стены зоны Норте. Всего 15 минут пути, и вы в параллельной вселенной. Этот большой северный район города условно поделен на еще 5 микрорайончиков, в каждом из которых царит свой уникальный микроклимат. Итак, это Вирхен дель Ремедио, Хуан 23, колония Рикена, зона Ломарант, а также Вирхен дель Кармен. Главные проблемы неблагополучных районов Аликанте, так называемые северные зоны, сосредоточены на окраинах города. Эти кварталы застраивались в 60-е и 70-е годы для размещения рабочих и мигрантов. Сегодня они страдают от высокой безработицы, нелегального захвата жилья и уличной преступности. Давайте пройдемся с вами по этим райончикам подробнее. Начнем с первого района Вирхен дель Ремедио. Это густонаселенный северный квартал с ветхим жилым фондом и очагами социальной напряженности. Его еще называют Вавилонской башней Аликанте. Здесь практически не слышно испанской речи. Ее заглушает смесь арабского диалекта, французского и латинских мотивов. Эти кварталы строились в 70-х годах для рабочих, но сегодня это гигантское гетто для мигрантов со всего света. Днем здесь шумно, пахнет специями и жизнь бьет ключом, но с первыми сумерками этот лабиринт из одинаковых многоэтажек становится неуютным и чужим для случайного прохожего. Этот район самый крупный и густонаселенный из числа всех неблагополучных районов этого города. Очень большой процент мигрантов из Северной Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, а также местных маргинальных групп. Основные проблемы района – это уличный вандализм, мелкие кражи, высокий уровень шума, регулярные бытовые конфликты и антисанитария. В этом районе часто сдаются квартиры без лицензий, а также много заброшенного коммунального жилья. Второй район, о котором мы с вами поговорим, это Хуан 23. Это обширный, но не менее заселенный район, расположенный дальше к северо-востоку. Тут живут преимущественно цыганские общины и крайне малообеспеченные семьи. Экономическая депрессия и безработица подпитывают мелкую преступность. Район застроен старыми пятиэтажками без лифтов, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Инфраструктура слабо развитая, коммерческая активность минимальна. Ночью полиция патрулирует этот район в усиленном режиме. Находиться иностранцу здесь в темное время суток небезопасно. Давайте с вами проведем небольшой эксперимент.
и посмотрим, сколько стоит жилье в этих районах. Заходим на сайт Идеалиста. Это сайт аренды недвижимости и продажи недвижимости по всей Испании. Вот он так выглядит, idealista.com. Дальше тут выбираем «Купить», «Жилые объекты» и «Нарисовать свою зону на карте». Сейчас нарисуем эти районы. Так, где моя шпаргалочка тут? Здесь они находятся, то есть возле этого парка. Вот. Рисуем. Посмотреть. Купить недорогой. И вот вам, пожалуйста, цены. 27 тысяч. 355 за квадратный метр. 27 тоже объявление. 360 за квадратный метр. 360, 387. 35 тысяч. 35, 42. Ну, вы сами видите, в каком состоянии эти жилые объекты. 600, 600, 800 за квадрат. Давайте ради любопытства зайдем в это объявление, посмотрим, что там внутри происходит у них. Ага, фотографий нет. Окей, давайте сюда зайдем. 700 за квадрат, это уже уровень. Тоже без фотографий. Тут есть фотографии, должны быть. Фоток внутри нет тоже. Ладно. Вот так это выглядит. Такие подъезды, парадные. Пожалуйста, фотографии внутри квартиру даже не фотографируют. Давайте ради эксперимента покажу вам хороший район Аликанте. Почем там недвижимость? Вот тут у нас считается хороший район, Плая де Сан-Хуан. Нарисовать карту. Рисуем. Вот так. Так, посмотреть. Опять-таки сортируем по самому недорогому. Цены 100 тысяч, 1161 за квадрат, 4000 за квадрат, 4200 за квадрат, 4,5 за квадрат, 5300 за квадрат. Видите? Разница. Давайте попробуем еще взять райончик, который не центр. Вот Ла Флорида. Это вроде такой середнячок. Посмотрим. Недорогой. 500, 500, 700, 800 за квадрат, 1500 за квадрат, 1000 за квадрат. То есть вот это, средний ценник по Аликанте. Вот в районе 1000 за квадрат. Опять-таки он скачет в зависимости от близости к центру. От 600, 2,5, 2400, 1500, 1700, 2000. Вот как-то так. Вы спросите, а почему эти квартиры стоят так дешево? Ответ кроется в страшном для любого испанца слова «окупос». Это нелегальные захватчики жилья. По законам Испании, если бездомный или мигрант проник в пустую квартиру, например, принадлежащую банкам, и прожил там 48 часов, полиция больше не имеет права его выселить без решения суда. А суды могут длиться годами. Захватчики подключаются к общему свету и воде, за которые платят обычные легальные соседи. Именно поэтому первые этажи неблагополучных районов Аликанте больше похожи на бункеры с железными листами вместо окон. И по статистике около 80% жилья в этих районах принадлежит именно окупусам. Дальше еще один маленький райончик. Колония Рикена. Это небольшой такой квартал, он зажат между двумя соседями, неблагополучными районами. Но он заслуживает отдельного упоминания как один из самых криминогенных в городе. Основные проблемы тут это регулярные драки, разборки между соседями, порча общественного имущества, а также открытая торговля запрещенными веществами. Социальные службы и полиция пытаются интегрировать район, но существенных улучшений пока нет. Покупка недвижимости здесь – это огромный риск из-за высокой вероятности заселения окупасов. Если Хуан-23 – это упадок, то колония Рикена – это открытый вызов. Это самый маленький, но самый плотный очаг социальной напряженности в Аликанте.
И последний из наших 4 райончиков – это зона Ломарант. Несмотря на то, что тут сам парк Ломарант находится, это довольно-таки приятная зеленая зона, но окружающие его жилые блоки имеют дурную славу. Этот квартал был известен под названием «1000 квартир». Основная проблема здесь – это высокая концентрация маргинальных слоев населения. И хотя городские власти частично реконструировали дома в этой зоне, социальный климат меняется медленно. Днем на центральных улицах и возле парка довольно спокойно, но углубляться во дворы многоэтажек не рекомендуется. Знаете, такое ощущение сопровождает меня всю дорогу, будто бы мы пришли к кому-то домой, к кому-то в гости, куда нас не звали. То есть все смотрят на нас, что мы делаем, настороженно. Из окон люди выглядывают, тоже наблюдают, любопытствуют. То есть прям такое повышенное внимание. Ну, конечно, я понимаю, тут вообще на улицах я ни разу не видела какого-то светлого человека. Все какие-то мигранты, возможно, некий процент местного населения. Но туристы в этот район вряд ли заходят и на нас смотрят очень подозрительно. Немного не по себе мне от этого. Вообще, зона Норте в Аликанте – это не американская гетто из фильмов. Здесь вас не будут стрелять средь бела дня. Это скорее социальная драма о том, как город разделен на 2 мира. Один для туристов с коктейлями у моря, другой для тех, кто пытается выжить на его окраинах. Стоит ли сюда ехать? Ради колоритных кадров, возможно. Но для жизни лучше оставить эти кварталы для истории и объективов наших камер. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще больше об изнанке красивой Европы. Пока-пока. До новых встреч.